1989 году по указу Генштаба Вооруженных сил СССР была создана самая секретная войсковая часть 10003. Возглавил ее генерал-лейтенант Алексей Савин. Именно он создал уникальную методику по раскрытию сверхспособностей у солдат. Отбор проходили более 1000 кандидатов. В его группе остались 10, среди них были женщины. Впервые мы расскажем об уникальных операциях, которые проводили женщины-экстрасенсы. Одна предупредила о точечных бомбардировках Югославии, и благодаря ей спаслись 1000 людей. Другая вычислила в Москве предателя, который передавал информацию в США. Сегодня в нашей студии ученица Алексея Савина Виктория Корчагина, первая женщина-телохранитель в России, которая охраняла голливудских звезд, в частности Киану Ривза, и даже общалась с ним, как говорит она, с помощью телепатии. Ну что, давайте пригласим Викторию Корчагину в нашу студию. Встречаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Как вы оказались? Да. Расскажите, как вы оказались ученицей Алексея Юрьевича Савина? Судьба? Я думаю, что судьба. Но познакомились мы с ним на форуме технологии безопасности. Вот проходила активная такая площадка. Вот, и все, кто занимался безопасностью, кому не безразлично было, как наша страна развивается, ну, все считали своим долгом присутствовать на таких мероприятиях. Именно там и произошла наша первая встреча. И сколько длились вот ваши курсы у него? И сколько было женщин там? Мне вот интересно. В тот момент, по-моему, у нас было 3 на 5, 3 женщины, 5 мужчин на самом первом курсе. Вот. Что было дальше, я уже не знаю. Но это вообще же очень уникальное было событие, потому что как готовили раньше? Раньше люди не знали. То есть меня готовили, я не знала того, кто еще готовится параллельно со мной. Мы входили в одну дверь, выходили из другой. То есть это была такая задача, чтобы агенты, скажем так, да, не были знакомы друг с другом. И вот Алексей Юрьевич, когда он решился проводить вот такой вот курс, когда мы все друг друга увидели и узнали, и мы обменивались уже, то есть мы уже что-то умели к этому моменту, мы обменивались своими знаниями, то есть он рискнул, это был риск с его стороны, но это было классно. Это, по-моему, продолжалось это что-то дней 10, наверное, 2 рабочие недели, но тем не менее это был прям вот, ну, прорыв, мы уехали оттуда такие воодушевленные очень. Ну и, как я понимаю, там учат как раз вот этой телепатии, этой возможности. Ну вот я на тот момент уже у меня был свой опыт канальной работы, но Алексей Юрьевич, он как старший наставник, который сказал: да ты что, ты по такой длинной схеме зачем идешь? Есть схема гораздо короче и быстрее. Сейчас тебе покажу. Смотри, тынь-тынь. И он меня, ну, научил другой канальной работе, которой я, в общем, до сих пор и пользуюсь. Наш корреспондент Кирилл Попов отправился в Санкт-Петербург, где провел с вами время. И давайте посмотрим, что там вы рассказали. Меня всегда удивляет, когда говорят: первая женщина-телохранитель в России, единственная. Я не первая и не единственная. Просто я та, о ком можно говорить, а все остальные, они просто засекречены пока. Тогда, когда учили меня, не учили полумерам. Учили сразу, наверняка, быстро, коротко, 1-2 ударами человека, ну, отправлять на тот свет, что ли. С Алексеем Юрьевичем Савиным мы познакомились очень давно, в 90-е годы. Ну, это была элита Советского Союза. Мне повезло, я попадала к нему на курсы, которые проводились только для своих. То есть там, например, вот был курс, 8 человек, это были только свои. Он открывал новые возможности, то есть, например, там он другие каналы открывал. У меня тогда был более сложный способ получения. Он мне говорит: да ты чего, можно намного проще, смотри как. Вот. И он вот, научил, открыл. Да, надо уметь стрелять, надо уметь драться. Но это точно не первые навыки в списке того, чего должен уметь телохранитель. Самый первый он должен уметь думать. Ну, один из самых интересных, да, клиентов за последнее время – это Киану Ривз. Это были съемки в Санкт-Петербурге. Неделя или чуть больше. Мы плотно работали каждый день. Работать с Киану легко. Он очень контактный. Спрашивают: как вы с ним общались? Мы с ним общались ментально. То есть у него очень хороший навык, он пользуется полем, он пользуется каналом, я могу сказать это совершенно точно.
То есть и мы с ним общались даже на большом расстоянии. Он, например, вот стоит, как глаза прикрыл, типа пьет кофе. И вот один глаз немножко приоткрыт, и он наблюдает за обстановкой. Мы встречаемся глазами, я просто мысленно задаю ему вопрос: как дела? Он отвечает: все хорошо. Поскольку наставники наши, они из КГБ СССР, вот, то в основе у нас всегда лежали русские школы и русские стили. И я могу сказать с уверенностью, что наши школы лучшие в мире. Вот вы говорите, что Киану Ривз мог общаться ментально. Вы считаете, это его, скажем, дар при рождении, или он что-то заканчивал, это приобретенное такое? Я думаю, что при рождении он, чувствуется, что у него это... Может быть, он развивает, и, может быть, где-то и учился, я допускаю такое. Но то, что он одарен от Бога, это точно. А Пол Маккартни, вы с ним тоже же работали? Да. У него есть такой дар? Или он попроще? В плане дара не уверена, что у Маккартни он есть, но у него куча других преимуществ, скажем так, которые с Полом тоже очень интересно было работать. То есть с Полом открылись какие-то новые грани работы, потому что он был далеко не первый, у нас уже был большой опыт к тому моменту. Мы работали и в Англии, я работала с принцессой, с английской. Вот, может быть, поэтому и позвали на проект вот с Полом. Конечно, потому что нужна была женщина. И вот для меня была загадка. На тот момент он же был женат на Хизери Милс, вот женщина-инвалид. Да, я когда читала легенду, у меня был вопрос, почему вот она, да, куча ведь и здоровых. Вот, и именно на концерте я поняла, почему это была она. Потому что благодаря вот этой женщине встала площадь. Был страшный ливень в день концерта, и 1,5 часа разогрев уже вовсю на площади играл, а площадь сидела замороженная, просто замороженная. И она очень переживала. Мы пошли в будку звукорежиссера, у нее шпаргалочка такая маленькая на руке. Она говорит: ой, нет, в Москве на этой песне площадь уже стояла, надо что-то делать. Мы пошли в фан-зону, то есть так, чтобы он ее увидел. И она своей вот этой вот какой-то энергией, желанием ему помочь, она вот повернулась к толпе, к этой, говорит: что ж вы сидите, давайте. И вот в этом партере сидели наши все ребята, тогда еще молодые, там, Буйнов, Сюткин, вот Розенбаум, кого я увидела. И они, знаете, как будто их включили. Они говорят: правда, что же мы сидим, это же песни нашей молодости. И вип-портер поднялся, и он поднял за собой площадь вот эту 90-тысячную. Люди как будто проснулись, пошла волна, площадь ожила и раскачалась, и пошли песни. И это было очень классно по энергиям. Это была вот именно энергетическая... Вы работали и с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Сегодня все снова обращаются к его каким-то речам, считают многие из них даже как предсказания. А вы что думаете, у него был дар или нет? Я думаю, что у него дар был точно. Что я могу сказать конкретно, что в жизни он был совсем другой. Очень интересный собеседник. Вот эта маска, которой он прикрывался, это, на самом деле была просто какая-то роль, которую он играл. В жизни он вообще другой. Вы сейчас работаете директором Национальной ассоциации телохранителей. Ваша школа телохранителей признана лучшей в мире. Давайте перенесемся еще раз. Контакт. Телохранитель должен быть не ниже, чем охраняемое лицо. Это обязательное требование. В 99% случаев вот этот прикрепленный телохранитель, он отвечает за жизнь охраняемого лица. Я ее хватаю, я могу ее складывать, некуда мне деваться, я в дверном проеме, да, вышла, а тут вы такие красивые. Значит, я уже вот так вот вместе с ней ухожу, она будет за меня прятаться. Перемещаемся вот мелкими шагами, не поднимаем ноги высоко. Легче держать баланс, легче попадать. Пробуй. Стрельбы две используются. Одна вот такая, для того, чтобы... Она тактическая называется стрельба. Лазерный импульс, который отправляется и принимается. Одна работает на отражение в двойке, вторая работает на увод. Я в реальной жизни могу сколько угодно объяснять, что у вас там вот сектор не перекрыт, что у вас ВИП там не закрыт полностью. Но когда мы используем вот этот тренажер, попали в ВИП, и загорелась лампочка. И это лучший показатель всего.
Прибор можно установить на любое оружие, хоть на пушку, хоть на подводную лодку. И Минобороны, и Росгвардия сейчас активно используют эти тренажеры в подготовке своих сотрудников. Вторая стрельба с настоящего оружия всегда стреляется. Для того, чтобы не забывали звук выстрела, чтобы, понимали, что это оружие. Вот сейчас справа по борту у нас появился какой-то человек. Тот телохранитель, который идет первым в формате, конечно, он обращает на него внимание и смещается в его сторону. Мы одни из лучших, нас знают во всем мире. Наши рекомендации, наши сертификаты и дипломы, они ценятся не только в России, но и за рубежом. А с другими ученицами Алексея Ильича Савина вы встречались, пересекались когда-нибудь? Только с одной, с Ольгой, и больше ни с кем. А вот такую Елену Олейник, слышали что-то о ней? Я слышала, но мы не знакомы. Это другая ученица генерал-лейтенанта, которая смогла обнаружить и остановить одного из самых таких громких предателей в Советском Союзе, Дмитрия Полякова. Давайте послушаем, что рассказал ваш учитель о ней. Когда вы возглавили секретную часть 10003, сколько у вас было боевых офицеров, которых вы обучали? В основном я брал тех людей, кто обеспечивал мою собственную поисковую работу. То есть мне были нужны не только закаленные в этом плане люди, но и те, кто не может допустить, даже в мысли, в самой-самой такой отдаленной мысли, не мог допустить победу противника. Но была одна гениальная женщина из машинописного бюро, машинистка управления вооружения. Это Елена Михайловна Олейник. Но она же не офицер. Да, она не офицер, но вот критерии были, конечно, человеческая порядочность. Человеческая порядочность. Вот эти 10 человек у меня отвечали этим требованиям. То есть 10 человек, и среди них сколько было женщин? 2 женщины. Вы можете про них, про женщин рассказать? Олейник Елена Михайловна. Человек с средним образованием и, в общем-то, оказался по эрудиции на очень высоком уровне. Потом она мне институт закончила, это было мое требование. А другая женщина, Людмила Корж, занималась вопросами, связанными с охраной секретов. Вела секретную библиотеку. Не дай бог там ошибиться, в тюрьму сядешь. И она изъявила желание все такие методики проверять на ней. Я ее погрузил в тематику. Агитации особой не было. И даже какие-то отдельные эксперименты, прочие, с выездом куда-то там или на знакомство и беседы с другими учеными, она легко шла. Бог ее поставил в эту среду. Скажите, а как в Генштабе отнеслись к тому, что все-таки вы взяли себе в команду вообще не офицера, да, то есть обычный человек? Она у меня по штату числилась машинисткой. А даже чем она занимается, никому не положено было знать. Знал только единственный человек, начальник генерального штаба. Я видел прорыв со стороны представителей других стран, которые, в общем-то, почерпнули информацию из немецкого центра Ненерби. В основном документы попали в их руки. И, конечно, не все любили нашу страну. А можете вспомнить, какое вы ей задание дали, что она выполнила прям на 100%? Когда уже методика была готова, когда Олейник этой методикой овладела, к нам обратились представители контрразведки. По их информации, в ряде районов Москвы были явочные квартиры представителей зарубежных разведок. И она ездила по Москве, как следует изучала, чтобы потом можно было какие-то районе карте привязать. И она определила, я уже не помню, 5 или 7 явочных квартир зарубежных разведок. Она по карте вычисляла, где это, а потом ехала, смотрела, вплоть до домов, квартир. Она смогла понять это дело. Даже встречи какие-то, она предупреждала об этих встречах. Представители разных разведок. И дальше уже специалисты работали, и преступления такого плана раскрывали. И понятно, что работали с разведчиками других стран. Наши стали чувствовать, что идет утечка, очень мощная утечка. И не знали, кто, обратились к нам. Мы указали, кто. Когда-то там был в Америке в командировке Дмитрий Поляков. Обратился к американцам.
с предложением начать работать на них. Наши ничего не знали, хоть 1000 раз его проверяли, он рос по карьерной лестнице и стал начальником Академии Главного разведуправления. То есть все разведчики, кто выпускался, они все попадали в поле зрения американцев, все эти списки шли туда. Дали нам несколько, продолжал свою деятельность, дали нам несколько фамилий. Вот, и мы определили, кто. Дмитрий Поляков, а мужик жил на скромной дачке, скромной квартирке, и он сохранил следы своей разведдеятельности в пользу Америки. И в итоге его посадили. А потом в советское время его расстреляли. Посадили, потом расстреляли, да. Николай Николаевич Лузан, историк спецслужб, сегодня у нас в гостях. Вы знаете эту историю. Да. Сколько лет не удавалось вывести Полякова на чистую воду? Я скажу так, на контакт с американцем, в первую очередь ФБР, он вышел в 1961 году. Инициативно предложил свои услуги. В принципе, шкурный интерес преследовал. Я скажу, он нанес колоссальный ущерб нам. Так вот, в течение 5 лет велись вот эти аналитические исследования. 60 человек подверглось проверке. Сломали его чисто психологически. Его пригласили для проверки оружия, вот этого как раз именного. И уже используя психологический этот элемент, а человек уже ждал, когда его арестуют, 25 лет, кажется, ждал этого. И он фактически дал показания. То есть аналитики грамотно просчитали его психологию, и, используя вот эти обстоятельства, кажется, добились от него признательных показаний, он выдал явки, пароли и прочее. На мой взгляд, это была одна из самых сложнейших операций. Почему? Поляков был сам профессионал. Он прошел все ступеньки в главном разведывательном управлении. Это раз. Второе, скупердяй был страшный. А куда он девал все деньги? Именно не деньги. На чем сыпятся многие агенты, или наши разведчики? На непомеренных расходах. То есть тебе платят деньги, ты покупаешь машину, дачу, дом и так далее. Он брал золотыми изделиями, ружьями, золотыми изделиями. Но единственное, только борзыми щенками не брал только. Поэтому в этом плане он был очень тяжело, кажется, выявлен. Второе, я скажу, американцы тоже под него подыгрывали очень хорошо. Они поставляли, когда он находился за пределами Советского Союза, там проводились с ним явки. Когда он возвращался в Москву, явки с ним не проводились. Встречи проводились только бесконтактным способом. То есть он проезжал в общественном транспорте мимо посольства Соединенных Штатов, включал аппаратуру, она буквально долю секунды выстреливала ту информацию, зашифрованную, и обратно также американцы. Поэтому, еще раз говорю, вот эта работа была сложнейшая. И вот здесь как раз представитель профессии такой отчаянный говорит, все-таки психология женщины, она более устойчива в стрессовых ситуациях, чем у мужчины. Ну а если продолжить говорить про женщин-экстрасенсов и учениц Савина, Маргарита Мишкина, еще одна знаменитая женщина, которая вычислила бомбардировки Югославии, когда они должны быть, и спасла жизни многим людям. Вот что рассказал сам Алексей Юрьевич в интервью нашему шеф-редактору Ксении Зотиной. Вот когда мы начали приобретать авторитет уже в других ведомствах, и у нас немножечко раскрыли информацию о нас, начальник генерального штаба разрешил это сделать. Тоже надо было помогать и своим коллегам. И она вместе с другими коллегами, но большей частью она, Маргарита Мишкина, предупреждали сербов о том, что тогда-то, тогда-то будет налет со стороны авиации НАТО. Тогда-то и тогда-то по таким-то и таким-то целям будет такая работа. Это когда была Югославия, Югославия, события Югославии, да. Сколько жизней спасли. Те объявляли воздушную тревогу, ходили по домам, предупреждали и так далее, что возможно эти вещи. И более того, зная маршруты налетчиков, сбивали, были готовы эти зенитные комплексы, и сбивали самолеты натовские на подходе уже к объектам на территории Сербии. Она с другими сотрудниками. Вы сообщали информацию о бомбардировках югославским партнерам. Почему они никак не отреагировали? Конечно. Мы сербам сообщали,
ну, по своим каналам. Мы знали, что Сербия это уже Югославию сдали и продали. А нам было жалко своих братьев сербов. Более того, и мы по своим каналам, а американцы учухали, что кто-то Сливает на кого? На информацию. меня подумали, да, на нашу команду подумали. Дают, кнопочку нажимает и дают команду. И появляется статья ВЧ-10.003 выходит на внешний рынок, чтобы нас опозорить, чтобы нас закрыли там и так далее, и так далее. Чекисты, ну что, давайте закроем, прикроем. Я говорю, не надо. Через них мы узнаем, что утекает за рубеж. По каким каналам вычислим. Вот эта информация вот утекает через газету. Они даже 2 самолета сбили, невидимки, 2 самолета невидимки сбили сербы. Нельзя было как-то об этом, может быть, как-то публично сказать. Да он тоже бы продали нас. Можно сказать, что благодаря ей, ну, часть Спасли населения много. Да. спаслась просто. Да. Ну, такая работа, она, в общем-то, я говорю, мы особенно ее не высвечивали, но потом со временем они, сербы даже медаль какой-то меня наградили, медаль за храбрость. А вы сколько не виделись с Алексеем Юрьевичем? Давно. Мне кажется, лет 12-15, вот так. Несколько минут рекламы, и встреча с вашим учителем состоится в этой студии. Не переключайтесь. Еще раз добрый день. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. В 1989 году по указу Генерального штаба создали самую секретную часть СССР 10003, в которой тренировали людей, обладающих сверхспособностями. Возглавил ее генерал-лейтенант Алексей Юрьевич Савин. Среди военных экстрасенсов были и женщины. Одна из них, Елена Олейник, она помогала вычислить предателя полковника ГРУ Дмитрия Полякова, который работал на США. А в нашей студии сегодня первая рассекреченная женщина-телохранитель, ученица Алексея Юрьевича Виктория Корчагина, которая охраняла голливудских звезд. Но хочу сказать, что вас ждет сегодня сюрприз, потому что он здесь, на этой программе, и сегодня вы можете сказать спасибо своему учителю. Встречаем его. Привет, 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 привет. Привет. Пошли. Давай. Туда? Приятно видеть знакомых людей и сидящих в аудитории, и Андрея, безусловно. Взаимно, Алексей. Здравствуйте. Как помните вашу ученицу Викторию? Ну, конечно. Несмотря на то, что не так-то долго вот она проходила наше обучение, но след она в памяти оставила. Это целеустремленный человек с великолепными физическими данными. Она не устает. Она очень подвижна, гибка. Ну, видно, что вот не Бог одарил я многим. Спасибо. Но вы рассказали, что во время своих тренингов и курсов преподавалась еще система бесконтактного боя, которая разрабатывалась еще в конце 80-х. Ну, вообще-то эту систему увязал как-то вот с другими видами единоборств Алексей Алексеевич Кадочников. У него была очень сильная, хорошая группа. Потом мы на базе этой группы сделали центр специальный. Этот центр подчинили нашему главному разведуправлению. И центр начал готовить уже в более широком плане, не только инициативно, а офицеров. Ну, что касается... Вот сейчас мы видим как раз эти кадры. Да, вот Алексей Алексеевич Кадочников. Наша съемочная группа побывала в Краснодаре у ученика Кадочникова, полковника Владимира Павловича Данилова. Он как раз сейчас по этим техникам ведет свое обучение и использует наработки военной части 10003. Внимание.
Я про Алексея Юрьевича скажу одно, что он прекрасно видит человека насквозь. Смотрит на человека и сразу видит, хороший это или плохой. Стоит ли с этим человеком иметь дело или не стоит. Вы знаете, к нам Алексей Юрьевич присылал еще 30 с лишним лет назад своих учеников. Некоторые из них были женщины, девушки. Я знаю про учениц одно, что вот его лучшие ученицы получали ордена, награды государственные за то, что они проводили хорошую работу, операции на Северном Кавказе, не только на Северном Кавказе, и в Европе, и еще дальше. Это я знаю. У нас стояла задача по составлению планов для проведения подготовки офицеров спецназа. Это около 10 тысяч человек точно прошло подготовку, но разную. Есть профессиональную и спецслужбы, различные силовые структуры, начиная от подразделения «Альфа», СОБРа, ОМОНа и телохранителей, так и простого гражданского населения. Достичь вот этих вот состояний можно только путем тренировок и путем влияния и расширения своих внутренних резервных возможностей. Что должен уметь был офицер спецназа? Он должен вовремя, выполняя поставленную задачу, он должен распознать вовремя, откуда будет опасность. Какими силами эта опасность угрожает, с какого направления. Что 80-85% информации из окружающей среды и пространства человек получает с помощью глаз, с помощью зрения. Да вот это, когда резко ограничишь зрение, резко начинают возбуждаться другие тактильные рецепторы. Расширяются твои возможности, и расширяется возможность или управления просто человеком, или его поражения касательно ближнего боя или рукопашного боя. Вот я могу принять вот так удар. Блоком. Каким-нибудь, да, еще раз. Могу таким блоком, понять, да? Это грубо, и это жесткий контакт. А могу, давай. А могу мягко. Мягко принять так, что он проскальзывает и проваливается. За счет того, что у него точка опоры слабая, но подсознательно надеется на опору. А я вошел в контакт с биополем его. И мягенько через биополе, сейчас мягенько. Вот, тоненько-тоненько. Осуществляя его провал, завал. Наш спецназ, мы тренировали спецназ, только, естественно, это было большое бревно, 4-метровое, на высоте до 3 метров. И вот они по нему должны были ходить. Мало того, идти вот завязанными глазами, а с этой стороны были мишени, и у него ножи. И он должен был идти и метать, попадать в эти мишени, вгонять в цель. Вот смотрите, возьми захват. Потом берет захват. Задача обучаемого только по одному расположению рук, вот, я почувствовал руки, и понять, что вот его голова, вот затылок, вот они у него глаза. Вот основание носа, куда может наноситься удар. Вот кадык, по которому наношу удар. Вот солнечное сплетение. Вот это я все, когда вижу в образе, когда я это увидел, вот по ушам двойной удар. Да? Яремная вырезка, вот, пожалуйста, пальцем. Это все или же шагогенная зона, или точки активного поражения. Когда я это все вот представил в образ, я спокойно могу применять там и рычаги, и любое другое воздействие. Вот он движение. Еще раз. Вот он только пытается взять захват, а я уже вот это движение вижу. Вот видите? Вот, к примеру, он наносит вот сюда вот удар. Раз. Вот таким образом проходит у нас начальная стадия обучения чувствованию и проявлению резервных возможностей организма человека. А почему сейчас вот подобные Владимиру Данилову инструкторы не на слуху и не обучают, например, наших бойцов? Обучение идет, только не так уж широко известным становится это дело, стало в наше время, это раз. Вот. А во-вторых, таких, как вот Данилов, их раз-два и обчелся. Таких, как вы, раз и обчелся, понимаете, поэтому... Андрей Иванович Смирнов сегодня у нас в гостях. Еще один ваш ученик. А вы слышали что-то вот про эту методику? Да, конечно. А что скажете нам про Алексея Юрьевича? Алексей Юрьевич уникальный человек, это достояние России, я не побоюсь этих слов. И человек, который аккумулировал знания, который их собрал воедино, сделал школу прикладную, это школа, это система, это школа, и он ее внедрил. Это, скажем так, результат работы, всеми уважаемого
товарища генерала. А вы как давно знакомы, Геннадий? В 1997 году мне поступило письмо от тогда полковника Савина. Мы лично не были какое-то время знакомы, впоследствии мы познакомились. И я даже не знаю, его ли это были люди, потому что ко мне пришли молодые лейтенанты, и мы развивали некоторые способности. Но что самое интересное, с женщинами было интереснее работать. То есть у них интуиция была как бы, ну что ли, ярче, лучше. И вот пример такой, все на примерах. Я однажды гулял с одной женщиной тут в центре Москвы и думаю, как бы ее пригласить на занятия в Крым. Просто думаю про себя, так опустил голову, иду и думаю, как это сделать. Она говорит, а я ни в какой Крым не поеду на 5 дней. Мне это неинтересно. То есть я думаю, господи, я же только думаю об этом. Я ни словом, ни как-то ничего не сказал, ни намек, не было даже предварительного разговора, чтобы как в судействе было, когда, допустим, человек логическую цепочку может выстроить. Здесь просто прямое восприятие мысли, я бы даже так сказал. Приходится это признавать. А это правда, что к вам приезжали даже представители Ватикана сюда и тоже хотели перенять вашу методику? Ну, часть методики, конечно, все мы не раскрывали, понимая, что это потенциально наши противники. Вот. Но поделиться своими соображениями на пути раскрытия человеческих способностей, интеллектуальных способностей и так далее, конечно, хотелось бы не только в России, чтобы это было по всему миру распространялось. Мы с американцами работали и с руководителями программы, знаменитой программы «Звездные врата», с Эденом Мейзом, с Моноглом, да, Анжела Форд приезжала, тоже наши занятия посещали. Но есть вопросы, которые мы обходим, которыми не делимся. С Ватиканом очень интересно было, потому что нас интересовало, как они с позицией их религии, католицизма, отнесутся к нашим мировоззренческим подходам. Все очень хорошо, но то ли переводчики хорошие были с их стороны, где там Бог, где высший разум, где там абсолют и так далее. У нас как-то вопросов не возникало на этот счет. Да, мы договорились создать совместный центр. Мне очень хотелось получить доступ к библиотеке, известной, знаменитой библиотеке Ватикана. И я хотел бы, чтобы специалисты Московского государственного университета, да и Академии наук в целом смогли попасть туда и получить интересную информацию. Но сначала пандемия, а потом эти дела, связанные с операцией, пока отложили все эти вещи, но приезжали на хорошем уровне. 3-й или 4-й человек от Папы Римского, кардинал Басси. Очень интересный, эрудированный, культурный человек. Может, был бы даже сказать, высокодуховный человек. Они, конечно, были поражены и с большим уважением, и на равных, конечно, стали относиться. Еще одна ваша ученица, Ольга Нарец. Давайте послушаем, что она рассказала в нашей программе. Я сформулировала, что мне нужен человек из военной среды, человек в погонах, который знает максимально на тему раскрытия ресурсов человека. Алексей Юрьевич нас пригласил в одну из лабораторий, где-то там в центре Москвы, и я увидела огромное количество приборов зачехленных. Я поняла, что там десятки институтов серьезнейших были задействованы в этой программе. И таким образом была создана уникальнейшая методика под руководством Алексея Юрьевича. Вы можете предвидеть будущее? Будущее страны, будущее человечества. Правда, когда пошла первая информация, она пошла, и я в том числе задавала ему этот вопрос, мне тоже было интересно. И там врисовывалось, нужно будет пройти достаточно непростые этапы развития и человека, и страны, и человека в нашей стране. Собственно говоря, мы сейчас и проходим этот этап, надеемся, что он завершится, и все же у нас другого пути просто нет. Вы сейчас имеете в виду специальную военную операцию? Безусловно, да. Она должна была уже закончиться. Но мы же прекрасно понимаем, мы прилагаем свои знания, свои усилия, свою духовную силу
для того, чтобы как можно быстрее все это завершилось. Но я думаю, также все понимают, что и с другой стороны там тоже аккумулируются некие силы, которым нужна совершенно другая история. Другое дело, что там о духовности речи быть не может, и они не к Богу идут, а от Него. А можно сказать, что сейчас у нас тоже идут пси-войны? Да, конечно. Сейчас вот эти информационные потоки, ну, это самая настоящая психическая атака на мозг. Получается, что за рубежом очень сильные люди, которые прибегают к магии, к черным силам. Они же глубоко секретятся, да, и, к сожалению, есть результаты, к сожалению. Что-то у них получается, но, видимо, они не задумываются о том, что мир устроен по-другому. Через какое-то время, через день, через месяц, через год, ничего не желая в обратную сторону, мы просто видим, что, ну как, на мой взгляд, мои убеждения Бог не наказывает. Человек сам себя. Ты послал, ты получил. Куда ты послал, да, пожалуйста, обратно вернулась там, с такой же силой, с утроенной силой. Да. Потом мы видим, что происходит. И я мысленно их благодарю за это. Потому что они не понимают, что они нас укрепляют. Алексей Юрьевич, Виктория, давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Сразу после этого ваш биограф появится в этой студии, а также о жизни после смерти. К какому выводу пришли вы, проводя эксперименты? После рекламы. Еще раз приветствуем всех, кто присоединился к нам. Легенды спецслужб, женщины-экстрасенсы. Мы продолжаем говорить о самой секретной военной части СССР под кодовым названием 10003, в котором тренировали солдат со сверхспособностями. Там были и женщины. Сегодня руководитель этого подразделения Алексей Савин в нашей студии. Он встретился со своей ученицей Викторией Корчагиной. Это первая рассекреченная женщина-телохранитель. Они не виделись со своим учителем 12 лет. Если вы только что включили свои телевизоры, вот как прошла их встреча. Привет, 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 привет. Привет. Пошли. Давай. Алексей Юрьевич, а правда, что у вас в детстве была клиническая смерть? Была. Мои родители очень тяжело пережили вот быт во время Великой Отечественной войны. То ли врачи не досмотрели, то ли семя слабое оказалось. Вот, да, было такое состояние. И вы открыли в себе вот эти сверхспособности после этого? Ой, я даже рот не мог открыть, потому что я тогда не разговаривал, врачи зафиксировали. Я был вынужден вот себя как-то напрячь, когда получил задание от начальника генерального штаба войти в эту проблему, в эту тему о природе феноменальных способностей. И надо было постигать эти вещи. А вот этим же очень интересовалась, и я помню тоже свою встречу с ней, Наталья Бехтерева. У нас был очень хороший контакт с Натальей Петровной, потому что здесь среди ученых, специалистов в этой области, куда меня начальство послало, не было. И в Академию медицинских наук мне подсказали, поезжай к Наталье Петровне. Она академик 2 академий наук. Вот. Правда, она со странностями. Да, но ты потерпи. Уважительно так вот отнесся к ней. Вот. И не скрывал ничего. Вот. И уже прочитал что-то. Она почувствовала, потом огонек такой в глазах вот она увидела. Вот, что мне хотелось победить. А человек, в общем, победитель по своей натуре. Вот. И поддержала. Буквально через несколько дней она мне звонит, бросайте все, приезжайте в Ленинград. Приезжая, она пригласила своих коллег со стороны всего Советского Союза. Может, я ошибусь, но около 200 человек она считала. И вы знаете, вначале, когда я ехал в Ленинград, я думал, Наталья Петровна хочет собрать своих знакомых, хочет собрать своих учеников, подкормить немножечко под государственную программу и так далее. Но когда я вошел в зал, мне очень стыдно стало за свои мысли, за эти. Такие исключительные люди, с исключительными глазами, с
с исключительными выступлениями. И мы за 3 дня родили государственный проект государственной программы. И я приехал здесь, и руководство Министерства обороны рассказало, мы другого говорить не ожидали. У нас все люди такие в Советском Союзе. Я пошел в ЦК КПСС, я пошел на встречу с Павловым, он как раз премьер-министром стал. Они все восприняли серьезно, ну почти на ура, предложение о формировании государственной программы, где обозначилась бы тема, подтемы, сроки, исполнителей из среды Академии наук, специальных институтов и ведомств. Ну и дальше было, как говорится, делом техники. Когда решение руководства высокого есть, когда финансирование есть, когда люди, с кем я успел поговорить, по Союзу поездить, поговорить, пообщаться, уже заряжены были. Я не сомневался в успехе, не сомневался совершенно. Да, трудно было вначале. Вначале мы ничего не знали вот в этом направлении. Вот. Ну, Чумак, вот, Кашпировский и прочие, они не смогли нас просветить вот в этом плане. У них что-то получалось, но наверняка получалось. Вот. А просветить, вот, подвести нас в природе, что ли, этих феноменальных вещей не удалось им. Но мы сами докопались. Давайте послушаем, что еще вы рассказали нам, каким выводом вы пришли после встречи с религиозными деятелями и учеными, с которыми вы встречались на своем жизненном пути. И я, в общем-то, для себя сделал вывод, что есть какой-то мир, вот что многие называют высшим разумом. Если ты найдешь вот ключик к этому, войдешь туда, тебя там примут, то ты получишь любую информацию, абсолютно любую. Там тоже, в общем-то, есть понимание того, что и этот небесный мир, он тоже по иерархиям выстроен. И чем ты с большей иерархией общаешься, с более высокой иерархией, тем больше информации получаешь и более достоверную информацию получаешь. А можете рассказать по иерархиям, то есть как они идут? Ну, я знаю уровни, в общем-то, святых, просвятых, ангелов, архангелов, серафимы, херувимы. Нам было очень важно повыше забраться. Ну, здесь нам помогли наши военные ученые. Институт авиационной и космической медицины, который возглавлял генерал Пономаренко. И вот в его голове замкнулись и физические представления о работе мозга, и представления, связанные с духовной стороной мозга, качеством мозга. На супер такую настройку, уже физически сами, без всяких наркотиков, как американцы там, и другие, без этого холотропного дыхания, там, без любого насилия человеком. Я бы сказал так, что в окопах атеистов нет. Я до этого прошел Анголу, Вьетнам, Афганистан. Я был готов к восприятию этих вещей. И когда в самом деле попадаешь в ад, такой вот огневой вот ад, ты думаешь, о Боге думаешь. Давайте пригласим к нашему разговору писателя Дмитрия Соколова. Дмитрий Сергеевич, еще и ваш биограф. Встречаем его. Привет! Давно не виделись. Привет. Если бы я попросил вас охарактеризовать Алексея Юрьевича, вот какие бы вы нашли эпитеты к нему? Ну, уникальный, одаренный человек, крупный государственный деятель, который, очень много сделал для страны. Но, конечно, больше всего меня поразил эксперимент про реинкарнацию, который проводила ВЧ. Потому что вот хочет каждый человек? Ну, хочет жить вечно. Но дальше религиозных каких-то практик это обычно не идет. А Алексей Юрьевич ВЧ провел уникальный эксперимент, который научным образом подтвердил, что реинкарнация существует. Значит, было отобрано 100 человек, которым провели тестирование на способность погружения в гипноз. Из них отобрали 30 гипнабельных. И, погрузив в регрессивный гипноз, задали вопросы, кем они были в прошлой жизни, где жили, где работали, с кем общались. Вот, и потом по линии разведки и контрразведки эта информация была проверена. И так сложилось, что примерно у 10 человек совпало до 90%. То есть фактически можно сказать, что мы живем не одну жизнь, а живем несколько жизней.
Вот. И в связи с этим наш взгляд на вот нашу сегодняшнюю жизнь, он должен быть переосмыслен, потому что мы живем не первый раз и не последний. И нам нужно важно и ответственно относиться к нашей жизни, к нашим поступкам, к нашим действиям. К этой информации тепло отнеслись сотрудники ЦК КПСС. Там же были деды, все вообще-то под 70, а может и старше. Вот. И, конечно, никому не хотелось вот раз и в прах превращаться, и привет. Вот. Я пришел с каким-то докладом и с собой взял вот этот протокол эксперимента. Вот. Ну, и самому куратору докладываю туда-сюда. И в 2 словах ему вот рассказываю об этом эксперименте. Его в Харькове проводили. И причем в тюрьме. Да, это чтобы утечки информации не было. А то скажет, генерал с ума сошел и занимается такими делами. Ну вот. И я куратору показываю этот протокол. Вот. Но он как-то, он понял, ну, мозги, конечно, острейшие. Вот. Он понял, о чем речь. И так нарочито, небрежно вот от себя отодвинул. Типа того, потом посмотрю. А я понял, что он клюнул. И через несколько дней звонит, заходи. Я зашел, думаю, хорошо, что я гриф секретно не поставил. Он отксерил это дело и пустил по аппарату. И вот с той поры у меня в ЦК КПСС проблем не было войти в чей-то кабинет. В очереди я уже не сидел. Я доказал, что человек бессмертен. Это на самом деле так. А можно вопрос? Вот эти люди, которых вы отбирали по способностям, можно ли сказать, что все-таки способности выше, перспективы выше в этой работе у тех, кто переживал какую-то психологическую травму? Или нет никакой связи? Был ли опыт у человека выживания, когда его интуитивные способности обострялись? Или нет никакой связи? Вообще здесь однозначного ответа я не могу дать. Почему? Я в команду набирал в основном тех, кто воевал. Потому что у нас в печенке сидит, мы не должны врагу уступить. Мы обязательно должны победить. Потому что мы с нуля начинали. Мы на 40 лет отставали от американцев. И мне надо было и мотивировать, и взять таких вот ребят. А войну прошел... Значит, все прошло. Значит, там травма была у тех, кого вы отбирали уже. И психологические травмы серьезные были, да. И летчики были у меня, и разведчики были. Вот, ну, в общем, моряки обязательно. Но летчики и моряки – это самые романтики у нас в вооруженных силах. Поэтому очень интересно было взять именно из той среды и ребят. Спасибо вам большое. Андрей Иванович, мне кажется, Алексей Юрьевич в такой прекрасной форме, что мог бы сегодня еще и преподавать. Во-первых, я хотел бы сказать Алексею Юрьевичу от всех людей, которые прошли специальную подготовку, большое спасибо, потому что даже тот центр, который был здесь упомянут, я уже ничего не скажу секретного, из 10 тысяч подготовленных человек погибло всего лишь 2 человека благодаря этой подготовке. Спасибо. Мы, к сожалению, все всегда... немного недооцениваем и не ценим реальность. Эта программа, эта школа жива по большей степени, пока живы люди. Вот этот момент, его нельзя упускать. Я не собираюсь завтра помирать, хоть мне 78 лет, но неделю назад я с мальчишками во дворе играл в футбол. Поэтому немножко прихрамываю, мне здорово по ногам ударили, досталось. Но вот школа, которая вот была создана вот мной, моими коллегами, вот, она включает в себя, конечно, уже ребят помоложе. Ну что, я думаю, что это не последняя наша программа и встреча. Спасибо огромное, что сегодня мы были с нами. И мы, я думаю, продолжим еще разговор о людях со сверхспособностями, работающими на благо нашей Родины. На сегодня все. Берегите себя и своих близких. До свидания.